Приветствую всех любителей вязания тунисским крючком. Сегодня я хочу представить один из узоров, который очень легко вяжется и напоминает английскую резинку. Для наглядности я покажу два образца, связанных из разных ниток. Зеленый образец давайте посмотрим. Вот у меня левая кромочная, как выглядит. Вот правая кромочная. Низ изделия связан цепочкой, которая набиралась с помощью дополнительной нити, поэтому край изделия получается более объемным и не требует дополнительной обвязки. Изнаночная сторона выглядит аккуратно, достаточно эстетично. А вот образец, связанный из желтых нитей. Они немножко тоньше, поэтому образец получился более нежным, но объем и рельеф полотна тоже хорошо просматривается. Итак, начинаем вязание образца из зеленой нити. Для этого отмеряем дополнительную нить, которая обычно на треть короче, чем длина нити для цепочки самой, то есть рабочей нити. Вяжем первую петельку. Далее набрасываем дополнительную нить на крючок спереди, назад, как видно на видео, и провязываем 2 петельки основной рабочей нитью. Собственно, это весь раппорт. Далее повторяем то же самое. Набросили дополнительную нить на крючок и провязали 2 петельки рабочей нитью. Теперь нужно набрать столько петелек, сколько нужно для начала вязания того изделия, которое вы хотите связать. Сейчас для образца я наберу 20 петель. Из них 2 петли будут кромочные. Для того, чтобы край изделия не перетягивался и был красивым, нужно обязательно выдерживать натяжение нити. Вот цепочка, она немножко пружинит, но хорошо держит форму, причем на любых нитях. Вот я сейчас немножко не выдержала натяжение, и одна петля получилась короче другой, поэтому я распускаю и вяжу снова. Такую ошибку сразу лучше исправить. Продолжаем набирать петельки. Обычно для того, чтобы высчитать количество рядов и петель, вяжется образец размером 10 на 10 сантиметров, чтобы можно было в этом квадрате высчитать количество петель и рядов. И дальше получить свой размер, не перевязывая и не тратя время зря. Итак, цепочка набрана. Вот видите, она такая объемная, почти квадратненькая. Сейчас будем набирать первый ряд. Для этого продеваем крючок под 2 дольки нашей петельки, как показано на видео, и вытягиваем петлю на лицевую сторону. Так продолжаем набирать петли до конца ряда.
Это будет базовый ряд. Обычно базовые ряды вяжутся обычным тунисским вязанием, чтобы потом более красивый край получить при вывязывании основного узора. Итак, дошла я до края нашей цепочки. Вот провязываю я за 2 дольки кромочную. Далее обязательно нужно пересчитать, что получилось, потому что от этого зависит наш узор, который будем дальше вывязывать. Вот у меня получилось 20 петелек. Начинаем закрывать по одной петле. Опять же выдерживая натяжение и не затягивая. Базовый ряд готов. Посмотрите, как выглядит цепочка с дополнительной нитью с изнаночной и лицевой стороны. Вот эта сторона у нас изнаночная, а вот эта лицевая. Далее начинаем вязать узор. Продеваем крючок между кромочной и первой петлей, протаскиваем рабочую нить крючком на лицевую сторону. Повторяем те же действия. Сейчас провязываем за переднюю дольку одну петлю базовым тунисским вязанием. Далее повторяем наш раппорт. Вот опять петля провязывается тунисским вязанием базовым. Далее смотрим на видео и повторяем раппорт до конца ряда. 2 петельки мы провязываем, продевая крючок насквозь. И третья петелька — это поднимаем петлю, как в базовом тунисском вязании. Провязывая первый ряд, лучше не торопиться, высчитывать, особенно если вяжете первый раз, для того, чтобы не переделывать. Итак, дохожу я до конца ряда. Вот по узору, по раппорту получается предпоследняя петля у нас основным тунисским вязанием. И вот кромочная за 2 дольки. И видим, что у нас получился ряд. И теперь мы его закрываем по одной петельке. Начинаем закрывать кромочная, потом 1 петля у нас базового тунисского вязания, потом 2 петли, это те, которые мы продевали насквозь, потом 1 петля базового тунисского вязания, дальше 2 петли вместе, те, которые продевали крючком насквозь. Следующее базовое вязание, оно видно, прямо отличается. Дальше вяжем 2 петли вместе. И так до конца ряда. 1 петлю провязали, вот 1 провязали, потом 2 вместе. И нужно смотреть, конечно же, на то, что получается, чтобы не ошибиться. 1 петля, вот 1 петля, 2 вместе. 1 петля, 2 вместе. Ошиблись, значит, распустили, проверили и вяжем дальше. Вот 1 петля, 2 вместе и провязываем кромочную. Следующий ряд уже легче вязать, потому что мы видим, где у нас уже расположились наши петли основного раппорта. И набрали мы вот первую петельку в ряду, набираем между первой и кромочной. Набрали, потом после 2 вместе петель опять вот
продевая крючок насквозь, набрали. Дальше идем основным тунисским вязанием, одну петельку. Далее опять там, где 2 петельки вместе прошли насквозь крючком. Следующее. Смотрим как на видео и продолжаем. И ориентироваться нужно там, где петля основного тунисского вязания. Вот если мы ее набрали, значит мы не сбились с раппорта. Так продолжаем внимательно, не торопясь, до конца ряда. Провязывая этот ряд, можно себя проверить, не ошиблись ли вы в предыдущем ряде. Вдруг закрыли не так петли. Доходим до конца ряда. И закрываем кромочную. Провязываем кромочную за 2 половинки. Вот у нас получился уже второй ряд. Закрываем петли второго ряда так же, как и в предыдущем ряде. Кромочная, следующая петля основного тунисского вязания, потом 2 вместе. Если видео оказалось вам полезным, поддержите, пожалуйста, мой канал лайком и подпиской. Желаю вам приятного вязания. Вот сейчас довязываем мы ряд до конца, выдерживая раппорт и закрывая петли. Сначала тунисским вязанием, потом 2 петли вместе. В конце ряда не забываем провязать кромочную. Вот сформирован уже второй ряд. Уже виден рисунок. Далее я провязала самостоятельно образец, чтобы не затягивать видео. Вот сейчас несколько петелек закрою, чтобы было лучше видно уже на большом образце, как формируется узор. Вот какой красавец у нас получился. Посмотрим еще раз на край образца. Изнаночная сторона очень аккуратно выглядит, и низ самого образца тоже замечательно выглядит. А это образец, связанный желтыми нитками, аналогично зеленому образцу, поэтому долго на нем задерживать внимание я не буду. Просто покажу, как разные по качеству нитки влияют на внешний вид. Эта нить более тонкая, образец тоже хорошо тянется в длину, в ширину держит форму. Вот видно, все петельки равномерно набраны, поэтому равномерное полотно. Итак, желаю всем приятного вязания, хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. До свидания.